Привет! Хотелось бы поговорить на такую тему, как Танзимат. Танзимат – это период реформ в Османской империи, который начался в 1839 году и закончился в 1876 году, когда началась эпоха Первой Конституции, или иначе Первая Конституционная эра. Танзимат начался не с радикальных преобразований, а с модернизации, при этом было стремление укрепить социальные и политические основы Османской империи. Танзимат характеризовался различными попытками модернизировать Османскую империю и обеспечить ее территориальную целостность от внутренних противоречий и внешних агрессивных держав. Реформы поощряли османизм среди различных этнических групп империи и пытались остановить волну подъема национализма в Османской империи. По поводу османизма, османизм – это политическая концепция государственного устройства, возникшая в среде новых османов в период предшествующей эпохи Первой Конституции. Османизм находился под сильным влиянием Монтескье и Руссо, а также идеи в целом французской революции. Швейцарский историк Ганс Лукас Кизер утверждал, что реформы привели к риторическому продвижению равенства немусульман с мусульманами на бумаге. Другие историки утверждали, что способность немусульман отстаивать свои законные права снизилась в этот период, и это имело серьезные последствия. Частью политики реформ была экономическая политика, основанная на Балт-Алиманском договоре 1838 года. Многие изменения были сделаны для улучшения гражданских свобод, но многие мусульмане рассматривали это как иностранное влияние на мир ислама. Это восприятие осложнило реформистские усилия государства. В период Танзимата серия конституционных реформ правительства привела к довольно современной призывной армии, реформам банковской системы, замене религиозного права светским правом. Реформы, связанные с такими султанами, как Махмуд II и его сын Абдул-Меджид I, а также с видными, часто получавшими европейское образование бюрократами, которые признавали, что старые религиозные и военные институты больше не удовлетворяли потребности империи. Большинство символических изменений были направлены на изменение мышления. Многим чиновникам, связанным с правительством, было рекомендовано носить более западный стиль одежды. Многие реформы были попытками перенять успешные европейские практики. На реформы оказали сильное влияние Кодекс Наполеона и французское законодательство. Второй империи, Французской империи, период в истории Франции с 1852 по 1870 годы, что стало прямым результатом увеличения числа османских студентов, получавших образование во Франции. Изменения включали ликвидацию системы Девшельме, один из видов налога с немусульманского населения, систему принудительного набора мальчиков из христианских семей для их последующего воспитания и несения ими службы в качестве слуг личных невольников султана, в пользу всеобщей воинской повинности. Образовательные, институциональные, правовые реформы и систематические попытки искоренить политическую коррупцию. Кроме того, политическая концепция под названием османизм должна была объединить все различные народы, проживающие на османских территориях: мусульманские, немусульманские, турецкие, греческие, армянские и еврейские, курдские, арабские. Политика, соответствующая данной концепции, официально началась с Гюльханейского хат-и-шарифа, священный указ 1839 года. Он провозглашал равенство перед законом как мусульманских, так и немусульманских осман. Амбициозный проект был начат для борьбы с медленным упадком империи, в результате которого ее границы сократились, а ее сила ослабла по сравнению с европейскими державами. Для реформ были как внутренние, так и внешние причины. Внутри Османской империи надеялась прийти к прямому контролю над всеми ее гражданами путем создания более централизованного правительства и повышения легитимности османского правления. Существовал страх внутренней борьбы между мусульманами и немусульманами, и предоставление большей религиозной свободы всем должно было уменьшить эту угрозу. Было сочтено, что предоставление большего количества прав христианам, вероятно, уменьшит опасность внешнего вмешательства. Основной целью Танзимата было реформирование вооруженных сил путем модернизации. Заимствование многих вещей было, конечно же, из европейских армий. Османская империя состояла из множества различных культур, и второстепенные приоритеты реформ Танзимата были направлены на уравновешивание социальной структуры, которая ранее более благоприятствовала мусульманским подданным. Еще одним жизненно важным разделом этих реформ была отмена ильтизама. Ильтизам был одной из главных причин расстройства турецких финансов, и отмена его давно считалась одной из неотложнейших реформ. Хотя мотивы для реализации Танзимата были бюрократическими, он был спровоцирован либерально настроенными министрами и интеллектуалами. В дальнейшем из-за возникающих внутренних финансовых и дипломатических кризисов Ахмед Шефик Медхат Паша
стал организатором государственного переворота в мае 1876 года. 23 декабря 1876 года была принята первая турецкая конституция. Произошел конец Танзимата. Реформы Танзимата начались при султане Махмуде II. 3 ноября 1839 года султан Абдул-Меджид I издал Гюльханейский хат-ы-шериф. За этим последовало несколько законов, вводящих в действие его политику. В указе султан заявил, что он хотел бы принести пользу провинциям Османской империи через новые институты. Среди реформ были обеспечение безопасности жизни, чести и имущества для всех подданных империи вне зависимости от религиозной принадлежности, правильное распределение и взимание налогов, реорганизация армии, сокращение срока военной службы, введение первых османских бумажных банкнот, открытие первых почтовых отделений империи, реорганизация финансовой системы, реорганизация Гражданского уголовного кодекса, создание прототипа первого османского парламента, принятие османского национального гимна и османского национального флага. Первая общенациональная османская перепись населения в 1844 году учитывались только граждане мужского пола. Первые национальные удостоверения личности, учреждение своего рода Министерства образования, отмена рабства и работорговли, создание первых современных университетов, создание Министерства здравоохранения, введение Кодекса торговли, учреждение Академии наук, учреждение компаний, построивших в Турции первые пароходства, создание современного муниципалитета Константинополя и Совета по городскому планированию, указ, обещающий полное юридическое равенство для граждан всех религий, отмена Девширме, учреждение Османского центрального банка, принятие земельного кодекса, отмена уголовной ответственности за гомосексуализм, создание школы экономических и политических наук, внедрение кодекса для регулирования прессы и журналистики, введение закона о гражданстве 1869 года. Указ сам по себе был первой крупной реформой при правительстве султана Абдул-Меджида I и решающим событием в движении к секуляризации. Указ создал бюрократическую систему налогообложения. Это отражает централизованные последствия реформ Танзимата. Кроме того, указом была введена принудительная воинская повинность. Однако наиболее важным пунктом указа является обеспечение верховенства закона для всех мусульман и не мусульман, гарантируя право на жизнь и собственность. Для всех. Это положило конец системе, которая позволяла казнить слуг правителя или конфисковывать их имущество по его желанию. Эти реформы были направлены на установление правового и социального равенства для всех граждан Османской империи. Новые реформы требовали почти полной реконструкции общественной жизни в Османской империи. В ходе реконструкции была создана система государственных школ. Османов поощряли к поступлению. Новые реформы также требовали современной финансовой системы с центральным банком и так далее. Реакция на указ была не совсем положительной. Христиане на Балканах отказались поддержать реформы, потому что они хотели автономии, которую стало труднее достичь при централизованной власти. Фактически его принятие подтолкнуло некоторые провинции к стремлению к независимости путем восстания. Потребовалась сильная британская поддержка в сохранении османской территории, чтобы обеспечить проведение реформ. Указ о реформе 1856 года был призван выполнить обещание Танзимата. В указе очень конкретно говорилось о статусе немусульман, что позволяет рассматривать его как результат периода религиозного беспокойства, последовавшего за указом 1839 года. Официально одной из целей Танзимата было сделать государство нетерпимым к насильственному обращению в ислам, а также сделать казнь отступников от ислама незаконной. Несмотря на официальную позицию государства в разгар реформ Танзимата, эта терпимость к немусульманам, по-видимому, была серьезно ограничена, по крайней мере, до указа о реформе 1856 года. Османская империя испробовала множество различных способов связаться с немусульманами. Сначала она попыталась связаться с ними, предоставив всем немусульманам возможность подать заявку на получение статуса зими или зими. Наличие статуса давало немусульманам возможность жить в Османской империи и владеть собственностью, но эта возможность не обходилась без специальных налогов джизья или джизия. Для османской правящей элиты свобода вероисповедания означала свободу защищать свою религию.
Хотя гюльханесский хат и шериф и танзимат давали четкие ориентиры для общества, они не были конституцией и не заменяли власть султана. Тем не менее, реформы танзимата в целом имели далеко идущие последствия. Те, кто учился в школах, созданных в период танзимата, включали крупных деятелей, таких как Мустафа Кемаль Ататюрк и других прогрессивных лидеров и мыслителей с Балкан, Ближнего Востока и Северной Африки. Эта система была в конечном счете разрушена после Крымской войны. Европейские державы требовали гораздо более сильного суверенитета для этнических общин в империи, в отличие от османов, которые предусматривали равенство, означающее одинаковое обращение в соответствии с законом для всех граждан. Пик реформ пришелся на 1876 год, когда была принята Османская конституция, ограничивающая самодержавные полномочия султана. Подробности этого периода освещаются в рамках эпохи Первой конституции или Первой конституционной эры. Хотя новый султан Абдул-Хамид II подписал первую конституцию, он быстро отвернулся от того, чтобы ее исполнять. Некоторые ученые утверждают, что с точки зрения традиционного исламского взгляда мусульманского населения, фундаментальное изменение, предусмотренное Танзиматом в отношении немусульман, переход от статуса порабощенного населения к статусу равноправных подданных, было частично ответственно за массовое убийство армян в 1894-96 годах, хамидийскую резню и последующий геноцид армян. По их мнению, это была неизбежная реакция мусульман на правовые изменения, поскольку ценности Танзимата были даны сверху и не отражали ценности общества. Несмотря на прогрессивные намерения, политика реформ в форме танзимата в конечном итоге провалилась. Исторические обстоятельства, причины этого провала и последствия реформ представляют интерес для исторического анализа и рассматриваются историками во всем мире. Турецкий историк Зейнеп Челик писал: таким образом, с 1838 по 1908 год Османская империя вела свою последнюю, но обреченную борьбу за выживание.